Привет, друзья! Сегодня приготовим замечательную свиную корейку на вертеле. Получится замечательное и ароматное блюдо. У меня сегодня замечательный кусок свиной корейки на кости с кожей, и даже небольшой кусочек вырезки мне оставили. Посмотрите. Можно ее, конечно, и убрать, но с ней получится тоже интересно. Но прежде чем приступать к обработке свинины, предлагаю начать с маринада, которым мы будем нашпиговывать ее для того, чтобы она стала еще лучше и вкуснее промариновалась. Для этого мне понадобится вода. Туда же я отправляю коричневый сахар и 4 ложки соли. В качестве дополнительного вкусового обогащения буду использовать гвоздику, лавровый лист, хлопья перца и чеснок. Вот такой красивый красный перец. Чеснок просто разрежу напополам. И не менее вкусный, интересный, сладковатый фруктовый привкус нам даст чернослив. Тоже отправляем в воду. Отправляем все это дело на огонь, пускай закипит, немножко поварится, и дадим ему остыть. Пускай себе спокойно варится, от нас на этом этапе больше ничего не требуется. Отправляемся к мясу. Что же касается подготовки мяса, то здесь минимальные усилия. Немножко зачистить те края, где требуется, и надрезать шкурку крест-накрест, для того, чтобы во время приготовления жир лучше вытапливался, а шкурка приобрела красивый узор. Можно срезать небольшие жировые наросты и все то, что может торчать. И теперь не сильно глубоко надрежем шкурку. И внахлёст наносим противоположные надрезы. Теперь все, что нам нужно, это натереть солью и перцем крупными со всех сторон наше мясо. Шкурку втираем столько, сколько возьмет. Стараемся, чтобы у нас попало туда наши надрезы. И со всех остальных сторон обильно солим и перчим. Вот такой вот красивый кусок мяса получается. Осталось дождаться остывшего рассола и нашприцевать еще и им. Наш маринад прокипел, он безумно ароматный, дадим ему немножко остыть, а заодно и настояться. Ну что, друзья, маринад у нас остыл, а это значит, что пора делать инъекции нашей свиной корейки. Набираем чистый маринад, накалываем и нашприцовываем. Просто супер. Не жалейтесь и хорошенько пройдитесь иголкой по всей поверхности мяса. После этого заворачиваем в пленку и оставляем на одну ночь для того, чтобы корейка полностью промариновалась. А завтра продолжим приготовление. Ждешь больше всех, да? Ну что, друзья, корейка всю ночь промариновалась. Давайте уже отправлять ее на вертел. Да? Давненько я не пускал в ход своего друга. Знатный шашлык. Отправляемся к мангалу. Наша задача сейчас медленно и равномерно доводить мясо до полной готовности, поэтому постепенно, полигонечку переворачивая его, обжариваем его со всех сторон и пропекаем. Углей должно быть немного, постепенно по одной, по две дровишки можно подбрасывать, просто для того, чтобы поддерживать оптимальный жар. При желании, для того, чтобы предотвратить пересыхание или чтобы какие-то отдельные части, где идет чрезмерный нагрев, не пересыхали, можно периодически смазывать нашим маринадом мясо, пока он находится на вертеле. Но небольшая часть маринада нам еще понадобится для финальной глазури, покрытия нашей свиной корейки.
Ну что, друзья, наша корейка на стадии финальной готовности. И, как я говорил, нужно смазать ее глазурью. Для этого буду использовать маринад, которым мы ее шпиговали. Разумеется, уже без всего. Туда отправляем кетчуп и жидкий мед. И хорошенько все размешиваем. Для тех, кто особо агрессивно в комментариях мне пишет, что мед нельзя нагревать, потому что это очень опасно, можете просто не готовить вкусно. А мы отправляемся к корейке. Вниз под нашу корейку отправим запекаться кукурузу. Отлично подойдет на гарнир. А саму корейку покрываем глазурью. Периодически переворачиваю кукурузу, дождемся ее готовности. За это время и корейка, смазанная соусом, приобретет аппетитный хрустящий глянец. Можно будет снять и подать к столу. Ну что, друзья, нужно скорее разрезать мясо и пробовать. Ну и по традиции, давайте сделаем красиво. Спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. За вас. Запах потрясающий, копченый и пряный.